М. Я было думал, что у меня поехала крыша. Но, кажется, не в себе тут только ты. Ты что, пытался сбежать? Мне кажется, что ты ошибся в расчетах, дружок. Тебе нужно было ломать стену метра на 3 левее. Бестолочь. М. Кто я? Как давно ты тут сидишь, дружище? Около 3 лет, значит. И за что? Дезертирство. Да, учитывая, каким жестоким был предыдущий генерал, желание жить для таких тиранов ничего не значит, правда? Зови меня Скар. А ты... Ну, видимо, сегодня ты мой гость. Проходи, садись, устраивайся удобнее. Извини, что не предлагаю стол. Мои руки немного заняты. Ты выглядишь получше, чем я. Точно. Ты же не особо опасный экстремист. Тебя, должно быть, и кормили нормально. Им выгодно держать меня в ослабленном состоянии. Это же логично. Паршивая овца не заслуживает хорошего отношения к себе. Помочь мне? Да, ты можешь. Видишь там бутылку с водой? Сможешь меня напоить? Да, неси ее сюда. Так, так лучше. Спасибо. М. Я не пил с утра, дружочек. Еду и воду я получаю только 1 раз в день. Ужасно? Согласен. Абсолютно никакого уважения к почетным гостям. Это комплимент. Да, мое состояние могло быть хуже. Обычный человек был бы измождён, обезвожен, расставлен. Но у меня, к счастью, имеются занятные модификации тела, которые помогают мне быть несколько более выносливым. Показать? Вот так сразу? А как же свидание под луной? Робкие признания?
Я шучу, милашка. Ты так смутился, будто уже готов был согласиться. Тебя что, так впечатляет вид распятого мужчины? Ну-ну. Ловко меняешь тему. За что меня посадили? За то, что я предан своей вере и своему делу. Какой вере? Вере в неизбежный успех эволюции этого мира. Ты никогда не слышал о том, чем занимается организация Фракцидус? Да. Я мог предположить, что твой мозг был заражен этой проказой. Я говорю о черно-белом мышлении. Не понимаешь? Есть Цзэньчжоу и леди-магистрат. Они хорошие и добрые, так? А есть мы, Фракцидус. Безумные фанатики, которые хотят утопить этот мир в крови и страданиях. Это официальная версия, верно? Я постараюсь сформулировать кратко, чтобы не перегружать твой мозг большими объемами информации. То, что в этом мире все материи пронизаны частотами, с которыми так или иначе можно резонировать, ты знаешь. Этому учат еще в раннем детстве. Есть особые существа, резонаторы. Вне зависимости от того, кто они, люди или животные, резонаторы способны управлять материями этого мира и изменять их структуру. Тацет-диссонансы — эти существа, которые наполняют нашу планету, приходя из другого мира, технически имеют те же особенности. К чему я? Тацет-диссонансы способны пережить очередной ламент, а люди-резонаторы, к сожалению, лишены этой привилегии. Мы, Фракцидус, уже многие годы изучаем и исследуем эти явления. Ламент, приливы, отливы, феномены волновой эрозии в целом. Кто-то считает, что мы безумны, называет нашу организацию деструктивной сектой. Но мы всего-навсего хотим помочь планете выжить, достигнув новой точки эволюции. Если мы сможем принять в себя те частоты, ту энергию, из которой состоят тацет-диссонансы, мы станем совершенно новой цивилизацией. Никаких смертей, никакой боли. Новый дивный мир, лишённый страданий. Но для этого нужно принять и пережить ламент. Возвращаясь к твоему вопросу. Будучи добросовестным наблюдателем, я просто выполнил свою задачу. Передал важную информацию, встретился с нужными людьми. То, что нужные люди заковали меня в кандалы, лишь неприятные мелочи. Временные неудобства. Временные. Я не собираюсь торчать в этой камере вечность. У меня есть свои способы. Но, к сожалению, ты не принадлежишь к нашей славной организации. Прости, я не могу раскрыть тебе эту маленькую тайну. Я не заставляю никого присоединяться к нам. Я лишь даю выбор. Продолжить мыслить так, как мыслят все несчастные белые овечки. Или стать свободным от стереотипов и начать мыслить шире. Принять то, что мир не делится на черное и белое, что нет наших и ваших.
принять то, что ты можешь свободно мыслить и выбирать. А уж что ты выберешь, будет зависеть только от тебя. Окажешь мне услугу? Я долгое время молчал, зависая здесь в одиночестве. Моя глотка отвыкла от такого количества разговоров. Сможешь напоить меня еще раз? Мой спаситель. Ничего. Ничего страшного, что роба намокла. Сейчас это меньшее, что может меня волновать. Хм. Ты подозрительно спокоен после моего рассказа. Тюрьма здорово прочистила тебе мозги, да? Так много времени для того, чтобы размышлять. Как давно ты начал ставить под сомнение легитимность и правильность решений высшего руководства? Точно. Должно быть, такому парню, как ты, было невыносимо сложно подчиняться приказам Гешулиня, так? Ты хочешь жить. Ты хочешь свободы. Жаждешь ее. Мечтаешь о ней. Особенно сейчас, правда? Кстати, а как ты умудрился пробурить стену? Вернее, чем? Ого. И откуда у тебя эта занятная вещица? Ты сам ее собрал? Ты что? А, инженер, значит. И как тебя занесло на линию фронта? А, точно. Гешелин и его методы. Как я мог забыть? Как думаешь, он действительно умер? А, не бери в голову. Простые спекуляции утомленного неволей наблюдателя. А ты приятный парень. Умеешь слушать, думать. Это редкость в наше время. Какие планы на ночь? Я имел в виду, продолжишь ли ты прорываться на свободу и дальше? Ты уже долго сидишь тут со мной. Тебе еще не надоело меня слушать? Приятно знать. Что, задержишься тут еще ненадолго? А ты чудной. Тоже соскучился по компании. О, тебе стало интересно? Что же? Я с радостью расскажу тебе больше про Фракцидус. Всего за пару глотков воды. Спасибо всем, кто поддерживает проект подпиской на Бусти. Создание видео занимает много времени и сил, и мне приятно видеть, что вы цените мой труд.
проект существует только благодаря вашим подпискам и донатам. Поэтому, если вы давно хотели это сделать, но ждали знак свыше, то вот он. Ссылку на мой Бусти вы можете найти в описании каждого ролика. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и рассказывать друзьям о моем творчестве. Все это очень помогает продвижению проекта. Берегите себя и будьте счастливы. Увидимся через неделю. Да, есть последствия для неподготовленного тела. Но если ты резонатор, интеграция частей ТЦ-диссонанса в твое тело проходит легче. К примеру, я... М. О, почти вовремя. Пригнись, милашка. Сейчас будет очень громко. Наконец-то. Сладкий вкус свободы. Ну что, пойдешь со мной? Замечательно. Нас ждут великие дела. Не подставишь мне плечо? Боюсь, моим ногам нужно немного больше времени, чтобы я снова начал двигаться так же резво, как раньше. Приятно, когда есть на кого положиться.